Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного и быстрого ужина для семьи. Готовить буду пасту с помидорами и творожным сыром. Воду солю по вкусу. И в кипящую воду кладу спагетти. Их вес 180 грамм. По этому рецепту можно приготовить не только спагетти, но и макароны или лапшу. Варю спагетти до готовности по инструкции производителя. В моем случае это 9 минут. Количество всех ингредиентов в рецепте по вкусу. Готовлю спагетти, периодически помешивая. Пока спагетти варятся, на раскаленную сковороду наливаю немного оливкового масла, примерно 2 столовые ложки. Диаметр моей сковороды 24 сантиметра, высота бортика 6,5 сантиметров. Кладу 270 грамм помидоров черри. В принципе, можно использовать любые помидоры, но черри у меня свои, и они очень вкусные. И я накрыла сковороду крышкой, чтобы не забрызгать камеру. Вам это делать не обязательно. Готовлю помидоры на среднем огне до размягчения, периодически помешивая. Список всех необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Помидоры дали сок. Убираю крышку. И через пресс добавляю 2 зубчика чеснока. Перемешиваю и готовлю примерно 2 минуты. Здесь 110 грамм творожного сыра. У меня сыр парижская буренка торговой марки Флешард. Его жирность 55%. Разминаю сыр вилкой и кладу на сковороду. Вы можете использовать любой мягкий сыр по вашему вкусу. Вкусная паста еще получается с сыром фета. Ну и брынза тоже подойдет. Перемешиваю до однородности. Немного солю. Посыпаю черным молотым перцем. И добавляю 1 чайную ложку итальянских трав. Готовлю еще примерно 1 минуту. Готовые спагетти кладу на сковороду. Я их не промываю. Перемешиваю и добавляю немного воды, в которой варились спагетти. Если ваши помидоры более сочные, то воду можете не добавлять. Соли недостаточно, поэтому спагетти солю. Перемешиваю и готовлю еще 1-2 минуты под крышкой. Моя паста готова. Выключаю плиту. Покажу вам 1 порцию пасты. Я ее украсила листиками петрушки. Эту пасту очень любят в моей семье. И когда хочется побаловать своих близких вкусным ужином, а времени мало, то я готовлю пасту с помидорами и мягким сыром. А что на ужин готовите вы, если у вас мало времени? Список продуктов, которые мне понадобились, чтобы приготовить эту вкусную пасту, вы сейчас видите на экране. Как я уже говорила, мои мужчины очень любят эту пасту и готовы есть ее каждый день. Приготовьте пасту с помидорами и творожным сыром по этому рецепту. Думаю, что вам такой ужин понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита!
Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!